Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп неделя с 28 августа по 3 сентября. Уже начало осени. Давайте узнаем, что думают по этому поводу карты. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но я так надеюсь, какая-то подсказка все-таки для вас будет. И я решила немножко изменить формат видео. Давайте сделаем вот таким образом. Итак, вопросы оставим прежние. Что важно знать на неделе? Колесница, мои дорогие овны, это для кого-то может означать внезапную поездку, дорогу, переезд, какие-то новости. Но вообще это старший аркан, это перемены в вашей жизни. Что-то меняется. Будут в целом на неделе на вас воздействовать, наверное, те события, которые происходят вокруг вас, в обстоятельствах каких-то. Что-то может происходить по независящим от вас причинам, на что мы не влияем. Наша задача подстроиться. Вот что важно знать. То есть, видимо, ну вот как ход космических фишек таков на этой неделе, что для вас адаптация будет самым важным моментом. Конечно, у кого-то переезд, если действительно вы что-то планировали, здесь словно может ускориться. Но карта нам больше говорит о том, что словно отпускай все то, что уходит из твоей жизни. Не пытайся что-то удержать. Не получится. Или мы не сможем действовать по какому-то старому шаблону или какими-то прежними методами. Здесь могут вопросы, касаемые вашего окружения, тоже всплыть словно. И ретроградные планеты как раз очень даже нас могут словно заставлять пересмотреть какие-то отношения. Тут очень много из того, вот в этот период, в эту неделю, да и, наверное, до конца 2023 года, поскольку с 3 числа у нас Юпитер с Ураном будет в ретро-движении, то действительно мы будем словно пересматривать, организовывать новый порядок и от чего-то отказываться. И вот как раз эта неделя с 28 августа по 3, как прелюдия. Ну вот примите к сведению все-таки эта карта, что важно знать. Давайте мы достанем, чего не избежать. А словно нам, посмотрите, еще один старший аркан. И это аркан Иерофант, словно нам, как мы говорим, по судьбе, да, чего не избежать. Но вообще это карта порядка. И если мы здесь где-то хотим уже, да, какую-то последовательность выстроить, но еще происходят перемены, еще какие-то события, но, видимо, приходят для вас, как добрая карта колесница нам говорит о том, что в твоей жизни сейчас все меняется. И эти перемены по колеснице – это всегда то, что более прогрессивно для нас, понимаете? Мы можем этого не видеть, а тут словно пространство нас подталкивает к какому-то решению. Видимо, по всей вероятности, решение очень важное, поскольку выпадает Иерофант, а Иерофант – это где-то карта законника. Это может быть как закон наш, какой-то буквально мирской, может быть и какой-то вселенский закон. Но буквально мы можем пойти согласовывать какие-то документы в инстанциях. Или по этой карте нам придется учиться, кстати, на чужом опыте. И это означает ключи к решению проблемы. Обратите внимание, в карте изображены ключи. По этой карте мы можем изменить статус. И поэтому у кого-то это может быть в связи со сменой работы, у кого-то изменение в личной жизни. Словно нам не избежать смены статуса, нам не избежать перемен в нашей жизни, которые действительно затронут наш порядок, может быть, наш уклад, наше качество жизни. Вот я не могу сказать, что это будет касаться одной недели. Нет, конечно, потому что старший аркан – это всегда какое-то пространство, словно для него надо. Никак не уместишь его в 7 дней. И с учетом планетарных явлений, скорее всего, вот такие перемены в вашей жизни продолжатся на последующий период. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. Ну, такому всегда есть время, надо сказать. Это праздник после победы, но, видимо, пока еще рано для себя ставить какие-то точки. Значит, что-то у вас удастся осуществить, и вы останетесь довольны. Но успокаиваться, нам карта говорит, точно не следует. И эта карта, когда у нас все под контролем. 4 словно столпа, 4 жезла.
Это есть и вдохновение, есть где-то и бодрость, есть и силы. С другой стороны, карта говорит, что действительно, если мы где-то успокоимся и подумаем, что у меня сейчас все под контролем, что я могу где-то расслабиться, ну, грубо говоря, попраздновать, все-таки у нас праздник, да, то вот этому, видимо, сейчас не время. Продолжайте все контролировать, правда, потому что по старшему аркану колесница много какие события могут нас закрутить словно в свой оборот в любой момент. Но, видимо, не время расслабляться. С другой стороны, ведь в целом вот эти три карты для кого-то могут говорить о том, что очень какая-то счастливая возможность будет для вас, мои дорогие овны, как минимум решить один какой-то вопрос. Все-таки карта Иерофант, она, к примеру, может говорить о каких-то согласованиях. Или мы все-таки для себя словно делаем что-то надежно. Может быть, и поэтому следом выпадает четверка жезлов, и она нам говорит, не время расслабляться, потому что есть явно то, от чего мы останемся довольны. Но все равно мы продолжаем. Нет какой-то остановки. И, видимо, должны контролировать ситуацию. А что мне будет помогать? Давайте такую карту достанем. Может быть, конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет асцендент в этом знаке, или просто человека, тот, который сделал себя сам. Но и с другой-то стороны, энергетика карты как раз и говорит, когда ты все контролируешь, когда ты свою, то есть это где-то самонастрой, когда мы свои планы хотим воплотить в реальность. И, может быть, создать какой-то тезис-план, может быть, по этой карте для кого-то проиграются вопросы действительно смены статуса. По личной жизни для кого-то из вас это могут новые перспективы на работе, что нам будет помогать. Вообще прочное положение. Я бы сказала, вот так вот в целом, чтобы охарактеризовать эту неделю, прочная позиция достаточно. Что-то получится сделать в плюс, но тем не менее какие-то перемены словно неизбежны. Вот в такой стабильный для вас относительно период, когда вы можете все контролировать, словно открываются, мои дорогие овны, какие-то возможности. Важно, знаете, увидеть, ведь часто мы проходим мимо именно возможностей, они нам кажутся совершенно какими-то, ну, не так, как вот должно быть в нашем представлении. И поэтому, наверное, откликаться на какое-то предложение или использовать, может быть, его величество случай, ведь по карте колесницы может быть и так. Удачный момент какой-то, решить вопрос, что-то не отложить на потом, наверное, будет для вас важно. Поэтому, если мы говорим «помогает», ваша прочная позиция, хотя не исключено, что и человек вам помогает. По карте королева Пентаклей – это та, которая сделала себя сама, поэтому мы сами себя как будто творим, сами режиссеры собственной судьбы, а также значение создать свой порядок из хаоса, как бы, поэтому даже если все где-то идет наперекосяк или вверх дном, мы можем, тем не менее, какой-то свой порядок отстроить и останемся собой довольны. Нам это как будто помогает. Даже в какой бы мы обстановке ни были, может быть, для кого-то, если мы говорим про переезд, правда, может проиграться какая-то поездка. Но, значит, как-то упорядочиваем мы все вопросы, решаем и остаемся довольны. По крайней мере, нам это помогает точно. Давайте узнаем, что от меня скрыто. Вдохновение. Нет каких-то нарочито скрываемых вопросов, или вообще карта говорит, что явно мы решим что-то, как я уже говорила, и это нас вдохновит и порадует. Карта муза, карта вдохновения, но знаете, что может быть скрыто? Как будто сама по себе карта больше, конечно, либо о духовном, либо о наших высоких планах на будущее, или о том, что мы очень хотим осуществить. И все бы ничего, но рядом стоит у нас кубок, принцесса кубков, и оттуда выглядывает рыбья голова. А рыбы – это один из символов благополучия, достатка. И карта может вам подсказывать, что как будто, знаете, вдохновившись чем-то, вы в последующем можете развить какой-то очень успешный проект, которому суждено и материальное воплощение тоже. И это в значении, что скрыто. Мы можем пока не видеть.
на уровне идеи какой-то или какой-то нашей мысли. Вот, видимо, это надо и рассмотреть. Нам может что-то показаться, ну, таким незначительным, потому что муза, ведь это вдохновение. Ну, что это? Где-то эмоции. Так вот, если правда у вас есть какой-то, знаете, как идея фикс или план X, или что-то такое, что может быть из области рационального, вполне вероятно, в последующем вам принесет это материальный доход. Поэтому быть внимательным. И, кстати, по королеве Пентаклей как раз и проигрывается та ситуация, когда вначале была какая-то идея. В ментальности в нашей какой-то план рождается, а потом королева Пентаклей его как будто воплощает, ведь это значение, что нам помогает. Так вот, воплощение собственных планов. И скрыто может быть как будто план или какая-то замечательная идея, которая имеет под собой как и материальную основу, так и прекрасное будущее. Поэтому будьте внимательны, тут больше все касается вашей личности. Давайте мы достанем 3 карты по основным сферам деятельности. Дела, работа, бизнес. Ну, вам выпадает 10 кубков, не совсем про дела, но, видимо, сама по себе неделя для вас, мои дорогие умные, она позитивная, потому что по 10 кубков это мы получаем какой-то результат, это наполненность эмоциями, это баланс, в принципе, со знаком плюс, когда мы действительно какие-то вопросы решаем. У кого-то с переездом, у кого-то с жилищем, у кого-то это будет связано действительно со сменой статуса, может быть, в личной жизни, и такое проиграется. У кого-то вопросы, связанные с детьми, какие угодно вопросы на дела, работу, бизнес. Мы действительно, как минимум один, а может быть и не один, больше вопросы решим или темы, какие-то задачи, которые вы поставили. Есть то, что нас радует, и это очень важно. Давайте посмотрим энергетику, что у нас по финансам. А вот здесь надо быть как бы так, ну не совсем, если пожестче, то похолоднее наверняка. От чего-то отказаться. Хотя рядом у нас выпадает 10 кубков и предполагается как раз и успех финансовый тоже. Да и по королеве Пентаклей, что нам помогает, как будто с финансами у нас тоже порядок. Но, видимо, просчитать все до мелочей нам придется. Быть более скрупулезно четким, где-то быть на своей волне по королеве мечей, и это у нас прообраз Юдифи, которая сначала точно все просчитала, а после этого 1 раз отрезала, вот как в поговорке: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. С чем-то мы не должны просчитаться, поэтому, несмотря на то, что нам деньги, говорят, уже будут, видимо, траты денежные, мы должны, ну, очень внимательно, логикой, рационализмом где-то просчитать. Словно не должно быть ошибки, мои дорогие овны. Давайте узнаем, что у нас в личной жизни. И для кого-то вопросы связаны королева кубков. Чаще по картам двора идут наши супруги, и неважно, кто смотрит меня сейчас, женщины, девушки или мужчины. Карта может говорить о ком-то из вас, из ваших близких. Вообще это приятные эмоции. С другой стороны, есть и такой подсмысл. Это у нас прежде изображалась королева кубка как королева-русалка, которая заманивала рыбаков и моряков на пучины морские. То есть где-то обворожение, где-то может пройти флирт. Тут у каждого по-разному. Есть момент такой манипуляции. Может быть, это вы будете к этому склонны. Или вам захочется где-то быть в таких энергиях. Или просто вопросы в личной жизни будут связаны с вопросами семейными или с вашим партнером. Может быть, вы встречаетесь или вы собираетесь, да, оформить ваши отношения. Но ваши отношения уже как бы идут как раз к этой смене статуса. И для кого-то из вас, правда, проиграется личная жизнь на первом плане. И вы будете обдумывать, может быть, куда поехать, может быть, каким образом в дальнейшие наши планы построить. Может быть, что-то уже планировать будете. Все-таки несколько карт нам говорят и словно разворачивают в сторону личной жизни для вас, мои дорогие овны. С учетом еще 10 кубков, определенно что-то в личной жизни. Пусть для кого-то это проиграется как ваша какая-то, ну, может быть, задумка, имеется в виду ваша личность, не обязательно про любовь. Но для тех, кто в паре, хотя могу предположить, у кого-то вполне вероятно и случайное знакомство, хотя напрямую нам карты об этом не говорят. Больше о том, что для тех, кто в паре, явно будет на неделе
какое-то приятное либо событие, ну, либо, одним словом, вас что-то тоже порадует. Как где-то и по делам, так где-то и в личной жизни. Вот по деньгам только нужно все просчитать. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы и любимы всегда.